Приветствую всех, кто смотрит. Сегодня продолжим рассматривать нейросети для генерации изображений с бесплатными функциями. И на этот раз будем рассматривать Playground AI. Playground — это онлайн-сервис для создания изображений с помощью нейросетей по текстовому запросу или промпту. И кроме создания картинок, здесь есть также дополнительные функции редактирования созданных изображений. Все это по порядку будем рассматривать в этом видео. На странице комьюнити можем увидеть, насколько красивые картинки и в разнообразных стилях здесь создают пользователи. И если вы еще ни разу не пробовали генерировать изображения в нейросетях или пробовали, но получалось не очень, то сегодня будем разбираться. Главная страничка сервиса playground.com. Здесь идет презентация возможностей данного сервиса, можно ознакомиться. А мы заглянем во вкладочку «Прайсинг», чтобы посмотреть тарифы и узнать, что здесь мы можем использовать бесплатно. В бесплатном аккаунте нам дается 100 картинок в день. Что интересно, я смотрела много видео с обзорами данного сервиса. Раньше давали 1000 картинок в день. Но, как видите, все меняется, и будем надеяться, что этот сервис не станет полностью платным. Приятная новость в том, что все созданные картинки мы можем использовать в коммерческих целях. Это существенное отличие от других сервисов, где коммерческое использование дается только в платных версиях. И дальше тут перечисляются еще разные функции, но о них мы можем поговорить позже. Еще здесь существенное замечание, что владельцами созданных картинок являются сами их создатели. То есть у нас есть полное право на созданные картинки, в том числе коммерческое использование на сервисах наподобие YouTube, Etsy, Instagram и так далее. И также здесь идет предупреждение не использовать картинки других пользователей без их разрешения. И еще здесь идет предупреждение не создавать дополнительные аккаунты для того, чтобы пользоваться бесплатными функциями. Ну и для того, чтобы начать пользоваться, нам нужно нажать просто на вкладочку Sign Up. И вход на сервис возможен с помощью Google аккаунта. Других возможностей нам не предоставляют. Заходим с помощью Google аккаунта и сразу же попадаем в поле для создания картинок. На первый взгляд выглядит сложно, но на самом деле не все так страшно. Здесь есть панель настроек слева, панель настроек справа. Есть еще раскрывающееся меню, мы в него заглянем позже. И я хочу сакцентировать внимание на вкладочке «Комьюнити». Давайте перейдем. В бесплатном аккаунте все картинки будут публичными, то есть как вы можете пользоваться чужими картинками, так и вашими тоже может кто-то воспользоваться. Давайте рассмотрим подробнее какую-нибудь картинку. Как вы видите, здесь есть промпт. Есть негативный промпт, есть настройки, какая модель была использована. Как вы помните, мы не можем картинку использовать напрямую, но мы можем делать ее ремикс. Если мы нажмем вкладку Edit, мы переместимся в отдельный редактор, где можно редактировать картинки, но эту функцию мы рассмотрим попозже. Если нам картинка понравилась, мы можем поставить лайк. И все картинки, на которые мы поставили лайк, сохраняются в отдельной папочке. Также мы можем перейти на страничку этого пользователя. Если нам нравится стиль картинок, которые он создает, мы можем подписаться. Также на этой страничке, если мы ищем какие-то конкретные картинки, здесь есть рубрикатор, например, животные, аниме-стиль, мода, еда, пейзажи, фантастика, транспортные средства. И MyFeed, последняя вкладка, это работы тех пользователей, на которых я подписана. Здесь также есть сортировка топ, это самые популярные картинки, и райсинг, это более новые картинки. Еще при поиске картинок для вдохновения мы можем воспользоваться строкой поиска. Здесь нужно ввести ключевое слово на английском языке. Например, название объекта, который мы ищем. Пускай будут котики, cats. И вот, пожалуйста, он нам подобрал котиков. Если мы введем котик в единственном числе cat, то у нас на картинке будет только один котик. Также мы можем вводить стили, например, oil painting, масляная живопись. И сервис нам подберет картинки, как будто бы нарисованные масляными красками. Также мы можем вводить имя художника, например, Клод Моне. И вот сервис нам подобрал красивые картинки в стиле художника Клода Моне. Очень красиво, нужно лайк поставить. Или, например, введем Cartoon Style, это мультяшный стиль.
И видим вот такие симпатичные картинки. Вот таким образом можно здесь искать вдохновение. Давайте попробуем сделать ремикс какой-нибудь картинки. Выберем, например, какую-нибудь такую абстракцию. Здесь видим промпт и очень-очень подробный отрицательный промпт. Иногда при создании ремиксов получается вообще совершенно неожиданный результат. Но давайте попробуем. Здесь он скопировал наш промпт, скопировал стиль. Вот здесь у нас есть вкладочка, здесь можно выбирать стиль. Но мы оставляем такой, как в оригинале. Модель выбрана Playground 2,5. И насколько я помню, там картинка вертикальная, а у нас здесь выбрана квадратная. Давайте выберем тоже вертикальную картинку. Здесь ничего менять не будем. Попробуем выбрать две картинки, чтобы был выбор. Выбираем две картинки и нажимаем Generate. И я вас предупреждаю, что в этом сервисе картинки генерятся довольно долго. Иногда приходится ждать несколько минут. И иногда бывает даже, что он ничего не сгенерит. И в конце концов он вам выдаст такую надпись: извините, попробуйте попозже, потому что сервис перегружен. Такое тоже может быть. Ну, как видим, картинка совершенно не похожа на ту, с которой мы генерировали. Они по-своему интересные, особенно эта девочка с большими глазами симпатичная. Какая-то тоже абстракция, очень-очень отдаленно похожая на предыдущую картинку. Давайте еще попробуем какую-нибудь картинку с портретом, какое-нибудь лицо. Например, такую девушку. Попробуем сделать ремикс. Так, здесь у нас модель вообще никакая не выбрана, поэтому я предполагаю, что будет тоже неожиданный результат. Здесь Stable Diffusion. Насколько я помню, картинка была квадратная. Выберу размеры поменьше, чтобы меньше ждать. Здесь вот это число, от него зависит качество картинки. Если мы выберем 50, например, чем выше это число, тем будет более четкая картинка. Ну, попробуем, что он нам сделает. Ну, в этот раз картинка получилась довольно похожая на оригинал. И вы знаете, я поняла, почему у нас первая картинка получилась не похожей. Давайте мы ее перегенерим, и я покажу, в чем дело. Еще раз нажимаем Remix. И здесь в настройках я пропустила две функции. Вот здесь у нас есть негативный промпт. Как вы помните, в оригинальной картинке здесь вот такой огромный негативный промпт. У нас в этой вкладке есть два положения. Либо ничего, то есть выключены негативные промпты, либо кастом. Нажмем кастом, и вот мы видим, что автоматически подтянулся весь этот промпт из той картинки, которую мы генерируем. И вторая настройка, в которой я ошиблась. Вот обратите внимание, есть seed. Seed — это такой уникальный номер, который есть у каждой картинки. Когда я выбрала две картинки, этот номер исчез. Видите, здесь поставилась галочка Randomize. Randomize — это значит случайным образом выбирать число. И здесь она уже не снимается. Поэтому я верну один, сниму эту галочку и верну этот seed. И вот теперь уже, если я нажму генерировать, то будет очень похожая картинка. Давайте попробуем. И как видим, картинка очень-очень похожа на оригинал. Давайте посмотрим. Ну, вот здесь отличается немного. Скажу вам такую информацию, что нейросети не могут, они технически так устроены, что они не могут сгенерировать абсолютно две одинаковые картинки. То есть эти картинки будут хотя бы чем-нибудь, но отличаться. И какой мы можем сделать вывод? Если мы хотим максимально похожую картинку, мы должны проверить все настройки, чтобы они были максимально приближены к оригиналу. Если же мы хотим получить какую-то другую картинку на основании предыдущей, например, давайте здесь выберем без негативного промпта, а здесь можем попробовать еще какую-то выбрать другую настройку. Давайте попробуем вот такую модель выбрать и посмотрим, что получится. Получилась тоже интересная картинка, но довольно отдаленно напоминающая оригинал. А теперь давайте быстренько пройдемся по интерфейсу, какая кнопочка за что здесь отвечает. Итак, у нас в левом верхнем углу есть открывающееся меню. Здесь есть профайл и комьюнити. В комьюнити мы уже были, давайте зайдем в профайл. Это просто наш профиль. И здесь две основные вкладки. Это мои картинки, те, что я тут нагенерила. Здесь также есть сортировка, либо самые новые, либо самые старые, либо те, которые больше пролайканные. Здесь, поскольку у меня бесплатно
платный аккаунт, то здесь только публичные. Для платного аккаунта здесь можно отсортировать публичные и приватные картинки. И сортировка по времени либо за все время, либо за определенный месяц. И удобная кнопочка Select. Если мы ее нажмем, мы можем выделить несколько картинок, и у нас появляется кнопочка либо удалить, либо загрузить к себе, например, на компьютер. Это довольно удобно, чтобы не загружать по одному. И во вкладочке My Likes находятся картинки, на которые я поставила лайк. И аналогично здесь тоже сортировка. Дальше Notifications — это просто сообщение, кто поставил мне лайк, кто на меня подписался. Дальше идет у нас, можем открыть редактор Canva. Это отдельный редактор, где мы можем уже созданные картинки каким-то образом улучшать. К редактору Canva мы вернемся попозже. Смотрите, у нас в данном интерфейсе есть две главные кнопки Board. В этой области мы создаем картинки при помощи текстового промпта, а в редакторе Canvas у нас тут есть другие возможности. Здесь мы можем редактировать, но также и создавать картинки на основании тех, которые уже есть. Давайте вернемся пока что сюда. Следующие вкладки две относятся к Canva. Settings, здесь настройки нашего аккаунта. Здесь можете пробежаться, посмотреть. По вкладке Usage то, что я уже использовала. За сегодня я уже использовала 24 картинки из 100. Расширение промпта я использовала 5 из 30, но тут уже идет за месяц. Креативное улучшение дается нам 5 штук за месяц, я их еще не трогала. Дальше просто улучшение картинки 30 штук за месяц. Улучшение лица, эта функция работает в Canvas, 30 штук за месяц. Фотореалистичные картинки 30 за месяц тоже я еще не использовала. И дальше в этой вкладке есть вкладочка Help, помощь. И здесь интересно ознакомиться, ответы на часто задаваемые вопросы. Вот здесь можно зайти, тут, правда, все на английском, но зато очень подробно. Здесь можно перевести и посмотреть более подробную информацию об этом сервисе. Потом идут тарифы, вакансии, и можно выйти из аккаунта. Но давайте вернемся на нашу главную область, где генерируются картинки. Здесь идет вкладка «Фильтры». Если мы наведем курсор на знак вопроса, здесь мы можем посмотреть обучающие видео на английском языке. И далее непосредственно вкладка «Фильтры». Если мы нажмем на стрелочку, откроются все фильтры. Причем количество этих фильтров зависит от выбранной модели. Если мы выберем, например, модель Stable Diffusion, здесь фильтры немножко отличаются. Вот на Stable Diffusion больше всего фильтров, а на модели Playground 2,5, это новая их модель, здесь немножко другие фильтры, и их меньше. Далее поле для промпта. Тоже, если мы наведем курсор на знак вопроса, есть обучающее видео, которое стоит посмотреть. Поле для промпта, куда мы вводим наш текстовый запрос. Расширитель промптов. Если мы его нажмем, то к нашему промпту добавится еще описание. Этот расширитель промптов работает на основе чата GPT, и он добавляет креативное описание к нашему уже созданному промпту. Исключить из картинки — это негативный промпт. Как вы уже помните, здесь есть два положения. Либо он отключен, либо мы выбираем кастом. И поскольку я уже пользовалась, у меня подставляется уже стандартный набор слов. Здесь мы вписываем то, что мы не хотим видеть на нашей картинке. И дальше интересная функция. Мы можем загрузить картинку и сделать генерацию image to image. Давайте попробуем. Выберем на компьютере картинку. Картинка эта будет использована как промпт. И здесь мы можем регулировать, насколько сильно картинка будет влиять на окончательный результат. По умолчанию стоит 30. Если мы выберем максимальную, но она не рекомендуется, здесь сразу выскочила подсказка, что сгенерирует точно такую же картинку, а нам это не нужно. Давайте оставим по умолчанию, пускай будет 30. И здесь нас предупреждают, что если вы загрузили лицо, оно не будет точно похожим на оригинал, и искусственный интеллект использует его только для вдохновения. То есть точное соответствие нам не гарантирует. И давайте нам нужно будет написать здесь промпт. Например, я написала такой промпт: Одри Хепберн в красивом, элегантном, легком розовом платье в студии на однотонном светлом фоне. В переводчике перевожу и ставлю сюда промпт. Модель пока не будем никакую выбирать. Отрицательный промпт у нас стандартный. Попробуем сгенерировать. Выберем еще размер. У нас здесь фотография более вытянутая, вертикальная. Давайте попробуем сгенерировать
Как видите, он понял, что это Одри Хепберн, довольно похожие черты. Из этой фотографии он мало взял. Давайте возьмем этот ползунок побольше. Давайте возьмем 45. Попробуем сгенерировать на 45. Ну, здесь какие-то страшные артефакты, честно говоря. Здесь какой-то кошмар. Это я удалю. Давайте возьмем 40. И я еще здесь включу расширенный промпт. Пусть он нам что-то там дорисует. Ну, в общем-то, фотография неплохая получилась. Ну, конечно, он мало что скопировал с оригинала. Но уже пускай так и остается. И давайте еще посмотрим функцию рисования. Выбираем карандашик, у нас появляется поле. Здесь мы можем выбрать его толщину. И также мы можем выбрать цвет какой-нибудь. Давайте выберем. Я хочу дерево нарисовать, пускай будет коричневый. И еще у нас есть инструмент резинка. Здесь нажмем ОК и начнем рисовать. Например, это ствол. Здесь ветки. Теперь выберем другой цвет, например, зеленый. Возьму здесь побольше. Делаем вид, что это листья. Стрелочка вернуть назад, если мы ошиблись. И здесь будто бы это трава. Мы соглашаемся, что рисунок готов. Но теперь еще нужно написать промпт. Например, молодое зеленое деревце весной на поляне, покрытой зеленой травой. Здесь я поставлю запятую, чтобы он нас правильно понял. И ввожу промпт. Здесь нам негативный промпт нам не нужен. И, значит, еще стиль. Я напишу акварель, watercolor. В стиле акварель. И я нажала расширить промпт, он там что-то допишет креативное, и нажимаем сгенерировать. Вот, видим, как он расширил наш промпт, вот такой он стал большой. Ну, получилась такая акварельная картинка, в общем-то, и даже и неплохо. Если бы мы тут еще небо нарисовали, наверное, было бы даже лучше. Дальше в правой части у нас здесь вкладка «Пресеты». Здесь по умолчанию есть два пресета. Реалистичный портрет он настроил на модель Stable Diffusion, и фантазийный мир настроен на модель Playground 2.5. Ну, мы можем их также добавлять в качестве дополнительных настроек, просто экспериментировать, смотреть, что получится. И также у нас есть на бесплатном аккаунте, по-моему, возможность создать 3 своих собственных пресета. Но пресеты — это такие настройки, которые запоминаются программой, которые мы потом можем применить в наших работах. В качестве модели на самом деле это нейросети. Здесь есть нейросеть Stable Diffusion, можем ее выбирать для генерации картинок. Playground 2, Playground 2.5 и Playground Chooses. Дальше здесь все интуитивно понятно, это просто размеры фотографии нашей. Prompt Guidance. Здесь чем выше это число, тем более строго нейросеть будет следовать нашему промпту. Специалисты рекомендуют выставлять ее в районе от 5 до 10, где-то вот в 7 оптимально. Количество и детали в бесплатной версии у нас больше 30 не бывает. То есть тут 30 всегда стоит по умолчанию. Здесь чем выше это число, тем более прорисованная будет картинка, более детализированная. Сид мы уже с вами немножко касались. Это уникальный номер картинки. Если мы ставим здесь галочку, то эти числа будут генерироваться случайным образом. Сэмплер — это тоже здесь настройки. Как видите, здесь вот для бесплатных версий и для платной версии. Это тоже настройки, с которыми можно играться, экспериментировать. Они тоже влияют на качество создаваемой картинки. И дальше идет количество картинок, которые мы хотим сгенерировать в бесплатной версии. От 1 до 4 мы можем генерировать. Если мы здесь ничего не выбрали, то по умолчанию генерится одна картинка. И приватность наших картинок, она доступна в платной версии. Ну, в общем, мы бегло просмотрели все кнопочки, которые здесь есть. А теперь перейдем к более существенной, более интересной части, а именно к составлению промпта. И здесь нам в помощь официальное руководство от разработчиков Playground. Ссылочка будет под видео. Оно на английском языке и довольно подробное. Я только вкратце расскажу основные пункты, на которые следует обратить внимание. Здесь говорится о том, что руководство ориентировано скорее на новичков, чем на опытных пользователей. И разработано оно в основном для новой модели Playground V2.5, хотя эти приемы универсальны и применяются
применимы также для других моделей. Предупреждают нас, что искусственный интеллект еще молод, развивается и бывает неточен, делает много ошибок, поэтому нас призывают быть творческими, экспериментировать с настройками и составлением промптов. Для того, чтобы создать то, что мы хотим, иногда может потребоваться много попыток. Перейдем к базовым настройкам. Здесь страничка, на которой рассказывается про составление базового промпта. И здесь рекомендуется нам такая структура промпта: тип изображения, субъект, окружающая обстановка и действие. Тип изображения — это могут быть использованные материалы, такие как краски, карандаши, то есть это рисунок или фотография. Subject или тема — это конкретно что мы хотим видеть. Это может быть человек, животное, либо пейзаж какой-нибудь, натюрморт. Окружение — это то, что находится вокруг объекта. Это может быть либо какой-нибудь однотонный фон, либо сложный какой-нибудь фон. И действие — непосредственно то, что объект этот делает. Он сидит, стоит, летит, плывет и так далее. И дальше приводится пример вот здесь. Здесь идет стиль изображения, splash art, digital painting. Потом волк в ночи, лунный и горный пейзаж, и он воет на луну. Дальше здесь просто более крупным планом показано поле для промптов. Вот введен наш запрос. В первом случае у нас расширитель промпта выключен. В негативном промпте у нас стандартные слова, настройки. И вот такую картинку мы можем получить. И второй вариант — это использование расширения. Во втором случае они здесь удалили стиль картинки, вот этот Splash Art Digital Painting, включили расширенный промпт и получили немного другую картинку. И здесь еще есть подсказочка существенная для промптов, написанных на неанглийском языке. То есть нам здесь говорится, что мы сам промпт можем писать на своем языке, и если мы включим и потом включим расширитель промпта, то сервис переведет его автоматически на английский язык, так что можно попробовать. На следующей страничке нашего руководства говорится о том, что порядок слов в промпте имеет значение. Одно из основных правил звучит так, что более важные детали, которые мы хотим видеть в нашей картинке, мы должны располагать ближе к началу промпта. Соответственно, второстепенные детали можем располагать ближе к концу промпта. И приводится пример. На первой картинке в промпте здесь больше сделан акцент на стиле. На втором месте здесь говорится, что это человек. На другой же картинке в начале промпта говорится о том, что это портрет, и дальше идут детали. И мы видим, что здесь такая очень стилизованная картинка, акцент на стиле. Здесь же акцент на портрете, более детализированный портрет, а фон более размытый, как будто бы в дымке. Следующая вкладка. Здесь нам даются рекомендации по составлению композиции. И тоже приводятся примеры. Например, промпт: рыцарь в полный рост в сияющих доспехах. Нейросеть не послушалась, нарисовала нам рыцаря не в полный рост. В следующем же примере тоже говорится, что в полный рост рыцарь в сияющих доспехах, и говорится, что он стоит на горе. И, как видим, получаем совсем другой результат. Здесь уже рыцарь в полный рост. Следующая очень важная рекомендация — это добавление модификатора. То есть к нашему базовому промпту добавляется еще модификатор. И добавление модификатора может полностью преобразить внешний вид нашей картинки. В качестве модификаторов могут выступать художественные средства, такие как акварель, масляная живопись. Вот здесь дальше приводятся примеры. Карандашный рисунок. Далее стили искусства. Стили художников. Можно просто писать фамилию художника. Фотографические разные термины и улучшители. Далее подробно все рассматривается. Вот здесь эти ссылочки активные. Например, можем картинку просто открыть, посмотреть, и можем перейти по этой ссылке. У нас тогда в интерфейсе Playground открывается эта картинка. Здесь мы видим ее промпт. И что самое интересное, вот здесь мы можем перейти демо-аккаунт. Это официальный аккаунт сервиса Playground. И как видите, тут всего лишь 2 подписчика, один из которых это я. Как видите, люди не очень-то любят читать инструкции. Отсюда можно позаимствовать все стили, которые используются в данном сервисе. Давайте вернемся к инструкции. Стили искусства. Здесь вот, например, Art Nouveau, Steampunk, Pixar и так далее. Можно тоже внимательно изучить. Стили художников. Здесь приведены некоторые стили художников. Здесь образцы, как выглядят их картины. И здесь вот есть ссылочка интересная. Если сюда перейти, здесь огромнейшее количество разнообразных художественных стилей.
И далее фотографические термины, например, Polaroid, аналог, вот здесь все они перечислены. Название камер, Canon, Nikon и так далее. И как выглядит тот или иной стиль. Тоже можно перейти по ссылке, ознакомиться. Улучшение. Это когда мы в конце промпта добавляем, например, HDR, 8К и так далее. Все подробно написано и тоже можно ознакомиться. И следующая вкладочка «Негативные промпты». Когда мы выбираем вкладочку «Custom», добавляются стандартные негативные промпты. И здесь также говорится, что не стоит перегружать это поле негативными промптами, потому что нейросеть мы только запутываем. Добавлять только самые необходимые. Дальше здесь есть видео на английском языке, которое можно посмотреть и более подробно окунуться в эту тему. И дальше здесь примеры промптов в разнообразных стилях. Можно просто скопировать и подставить. Например, попросить нарисовать какое-нибудь другое животное, посмотреть, что получится. И на следующей страничке говорится, что лучший способ обучения — это переделывать и адаптировать подсказки, которыми делится сообщество. И дальше здесь несколько примеров картинок. Здесь тоже можно скопировать промпт, переделать под себя и что-нибудь сгенерировать. Ну, я уже подготовила промпт, взяла кусочки промптов из разных работ других участников. Я хочу сгенерировать изображение фарфоровой куклы, а стиль я хочу взять в демо-аккаунте. Мне понравилось вот такое изображение Art by Rachel McLean. Итак, промпт у меня готов. Я его копирую, вставляю сюда в поле для промпта. И здесь я не буду выбирать никакой фильтр. Дело в том, что если мы хотим получить изображение в стиле какого-то конкретного художника, то вот эти фильтры могут нам только помешать. Именно для этого случая есть вот такое пустое окошко без фильтра. Здесь мы выбираем стандартный отрицательный промпт. Здесь я тоже ничего не меняю. Модель Playground 2,5 и нажимаю «Создать». Ну что ж, получилась вот такая картина. По-моему, очень неплохо. И когда мы сгенерировали картинку, у нас есть здесь разнообразные возможности. Например, если мы нажмем на плюсик, это создать варианты. Давайте попробуем. И видите, в этом случае он сразу же переместил картинку сюда, и у нас получается image to image. Ну вот, немножко другое лицо, тут рыжие волосы. Что еще здесь? Здесь у нас есть возможность сделать upscale, creative upscale. Давайте попробуем. И помните, что этих Creative Upscale у нас всего лишь 5 штук в месяц. Ну и теперь сравним. Качество, конечно, разительно отличается. Посмотрите, какие глаза. Очень хороший Upscale. А мы можем сделать на весь экран. Вот смотрите. Качество очень-очень хорошее. Посмотрите, как лицо преобразилось. Глазки стали такие светящиеся. Детализация на цветах и на платье. Очень красиво. И есть еще одна здесь вкладочка Action. Здесь тоже есть много всяких возможностей. Submit to Daily SEM. Я не знаю, что это такое. Попробую нажать. Давайте попробуем Submit. Ну все, мы его отправили. Возможно, его оценят участники сообщества. Дальше, что у нас здесь есть? Можно редактировать в Canvas. In Paint — это перерисовывать какие-то детали. Тоже делается в редакторе Canvas. Использовать как Image to Image. Мы уже это делали. Use Image Settings — это просто скопируются все настройки нашей картинки. Create Variants — это мы только что тоже делали. Создать варианты. Добавить в пресеты. То есть все настройки нашей картинки мы можем создать пресеты, в следующий раз тоже им пользоваться. Face Restoration здесь не имеет смысла делать, потому что мы уже апскейлили эту картинку. Апскейл в 4 раза уже тоже не делается, потому что мы ее уже увеличили. Remove Background, есть такая функция удалить фон. Но в данном случае нам это не нужно, потому что у нас очень красивый фон. И работает она не очень качественно. Скопировать или скопировать ссылку и удалить. Вот такие еще есть варианты. Еще есть одна полезная функция — улучшение лица. Давайте выберем одну из картинок, которую я генерировала. Нужно нажать здесь внизу на 3 точечки и выбрать Face Restoration. И нам дается 30 картинок в месяц. То есть улучшить лицо мы можем на 30 картинках. Очень неплохо получилось. Давайте я скачаю на компьютер. Она здесь не остается в нашей ленте. Сейчас я скачаю старую картинку, и мы сравним. Ну вот, можем сравнить. Глаза стали более четкими, кожа лица подровнялась. Ну, в общем, хорошая функция, можем пользоваться.
Еще один очень полезный инструмент в данном сервисе, который называется редактор Canvas. Попасть в него можно несколькими способами. Либо отсюда перейти в Canvas, либо из этого меню есть две вкладки «Перейти в Canvas». Либо же мы можем выбрать картинку, которую мы хотим редактировать. Здесь, как видите, у овцы появилась третья нога. Если мы нажмем Edit, то переместимся в Canvas. Вот наша картинка. Здесь идет подсказочки, можно посмотреть возможности этого сервиса. У нас выделена картинка, мы можем ее двигать. Если мы хотим увеличить, можно либо плюсом-минусом вот этим меню, либо же зажать клавишу Ctrl и колесиком мыши увеличивать или уменьшать. Давайте увеличим, чтобы нам удобнее было. И здесь есть инструмент резинка. Здесь два вида резинок. Одна резинка Object Eraser, то есть удаляет объекты, при этом остается фон фотографии. И обычная резинка, она нам полезна, когда мы удаляем фон. Давайте выберем Object Eraser. Это слишком крупно, возьмем поменьше. Выделим эту третью ногу. И здесь кнопочка Erase. Нужно немножко подождать. И как видите, вытерла оно с небольшими артефактами. Можно еще раз пройтись здесь. Программа сама заполняет это место похожим фоном. Уже получше, можно еще раз пройтись. Не очень хочет вытирать, но вы суть поняли. Таким образом мы можем удалять дефекты на наших картинках. Еще здесь есть интересная функция дорисовывания объектов. Она называется InPaint. И здесь показывают подсказку. То есть мы должны выделить определенную область, в промпте написать, что мы хотим увидеть. И по идее должно сгенерировать. Но у меня почему-то эта функция не работает. Например, я здесь выделяю область. И хочу, чтобы он мне дорисовал маленький зеленый кустик. Вот я ввела запрос. Нажимаю InPaint. Ничего не произошло. И я не знаю, либо у них что-то поломалось, но не получается здесь ничего нарисовать. Давайте еще на примере моих старых файлов посмотрим что-нибудь. Я вот совсем недавно пыталась перерисовать руку, и как видите, получается какое-то уродство. Если мы наведем курсор на картинку, у нас здесь тоже появляются функции либо скачать, либо удалить фон. Давайте попробуем удалить фон. Ну вот более-менее, хотя тут стол остался. И вот как раз в данном случае нам на помощь может прийти вот эта вторая резинка. Мы можем здесь аккуратненько там удалить стол. Но давайте пока вернем все обратно. Здесь есть стрелочка «Вернуть обратно». А вот посмотрим, какие здесь еще есть функции. Image to image, то есть можем из этой картинки сделать нечто подобное. Можем сделать crop, то есть обрезать картинку. Я здесь мучилась тоже с руками, пыталась их перерисовывать, ничего не получилось. Но картинка мне нравится. Я могу ее просто вот так обрезать и нажать Done. Если мы нажмем еще раз, мы увидим, что если захотим, можем вернуть обратно. После того, как мы закончили редактирование картинки, мы можем ее опубликовать. Дело в том, что те файлы, которые находятся в Canva, они не видны в нашем профиле. Если мы нажмем «Опубликовать», здесь можем написать описание, можем ничего не писать и просто опубликовать, то картинка появится в файлах в нашем профиле. Еще что мы здесь можем делать? Есть слои, как в фотошопе. Переместить вперед, отправить назад. Можем отразить по горизонтали. И также и по вертикали. Можем сделать из этой картинки пресет, то есть все настройки ее сохранятся, и мы можем их применять для других изображений. Можем сделать upscale в 4 раза. Предлагается нам Creative Upscale. Creative Upscale, как вы помните, у нас 5 штук в месяц, а обычное увеличение картинки 30 штук в месяц. Restore Faces мы уже с вами смотрели, и также Download и Delete. Еще одна интересная функция – это дорисовка фона. Вот, например, у нас сейчас выбрана вкладочка Generate Image. Мы наведем ее на нашу картинку. Саму эту рамку мы можем менять, двигать ползунками, либо же вот здесь в правом меню можно задавать ширину и высоту. А также можно выбирать соотношение сторон. В данном случае мы выбрали вокруг картинки. Как видите, у нас есть свободное пространство. И я нажму, даже не ввожу никакой промпт, просто нажимаю Outpaint, кнопка Outpaint, ожидаем. И нейросеть дорисовала нам окружающую обстановку. Так интересно, можно расширять картинки. Правда, тут что-то лишнее, но это уже можно убрать, как вы знаете.
И самая интересная функция, на мой взгляд, в этом редакторе, это то, что мы можем создавать картинки здесь также из промпта. Например, у нас выбрана вот эта вкладочка Generate Image, и в поле для промпта мы введем свой промпт. У меня здесь весенний сад в стиле Клода Моне. И просто нажимаем Generate. И посмотрите, какая получается красота. А теперь смотрите, мы можем выбрать еще какие-то фильтры. Я, правда, не знаю, какой фильтр подойдет для такой живописи. Давайте возьмем вот такой макрореализм и попробуем сгенерировать. Ну вот, совсем другая, видите, фотореалистичная картинка получилась. Можем еще какой-то фильтр попробовать. Такой стиль, Warmbox. Картинка рисованная. Еще раз попробуем. Тоже интересно получается. Здесь также мы можем выбирать количество картинок, и он может нам сгенерировать сразу 4 картинки. Но я хочу обратить ваше внимание, что здесь есть вот такой рычажок Preview. И если мы его нажмем, то мы будем сразу видеть, что здесь происходит. Давайте еще какой-то другой фильтр возьмем. И здесь есть в правом нижнем углу такой кубик. Мы можем его нажимать, и нам будут показывать разные варианты. Это так называемое превью. Если нам картинка понравилась, мы нажимаем Generate. И после генерации, вы видите, картинка стала четче, более прорисованная. Такие интересные есть здесь функции. Ну что ж, я надеюсь, что видео вам понравилось. Оно получилось довольно длинным. И наверняка я что-то забыла рассказать об этом сервисе. Мне, честно говоря, он очень понравился. И я считаю, что это очень серьезный конкурент Леонардо. Мне даже он начинает больше нравиться, чем Леонардо, честно говоря. Ну что ж, если было полезно, интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И до новых встреч!